Расскажу сегодня вам 6 основных ошибок, которые допускаются при поливе орхидей, в результате чего растение либо погибает, либо перестает расти, заболевает, возникают различные с ним проблемы. 6 основных, хотя, конечно, их выделить можно и больше. Первое. Самая частая причина, по которой гибнут орхидеи, теряют корни и превращаются в реанимашек. Это перелив. Когда орхидеи поливаются очень часто, и орхидеи между поливами не дают просохнуть корням и грунту. Вот эта орхидея, она поливалась дня 3 назад. В данный момент корни, видно, что они еще напитаны. Орхидею рано поливать, и грунт также выглядит влажным, напитанным. Если я ее сегодня полью, потом опять полью, в конце концов эти корни начнут гнить. Нужно давать орхидеям между поливами просохнуть. Кроме того, что корни начинают гнить, грунт также становится плохим. В частности, здесь могут заводиться различные мошки, насекомые. Если увидели, что у вас полетели различные комарики, смотрите грунт, значит, он у вас не просыхает между поливами. И рано или поздно начнется проблема с корнями. Это такая первая, самая частая ошибка в поливе орхидей – перелив. Вторая проблема – это попадание воды в пазухи листьев. При поливе, например, смотрите, вот эти орхидеи у меня еще новенькие, не пересаженные в мой грунт. Вот как они были в магазине, так и есть. И вот орхидея посажена таким образом, что грунт, смотрите, находится вот здесь, видите, попадает. И при поливах, когда мы поливаем, вода может затекать в это место и оставаться 1, 2, 3 раза, и начинается вот здесь гниение. Потом, конечно, когда я буду орхидею пересаживать, вот эти нижние листья, их вообще надо убирать, они называются детскими. Но залив воды в эти листья приводит также к тому, что растение начинает гнить. Вот еще одна орхидея, тоже новенькая. Так, что у нас здесь с листочками? И вроде бы, знаете, вот так смотрю, все неплохо. А под этим листиком, смотрите, обнаружен еще один лист, куда может попадать вода при поливах. Но здесь ситуация не настолько ярко выражена, как вот здесь, что водичка попадает. Кроме того, что вода может попадать в пазухи, также ошибкой является это полив орхидеи под шейку. Мы всегда орхидеи поливаем вот так, по краю горшка. Никогда не поливаем под серединку, под шейку. Там влажности все равно хватит, вы не переживайте, но поливаем только по краю горшка. Третья ошибка при поливе орхидей – это использование одной и той же воды для полива всех растений. Но здесь, конечно, есть нюансы. Смотрите, вот эти орхидеи у меня, наверное, больше месяца, может месяца полтора, буквально 2 месяца, да, даже 2 месяца они у меня находятся, они еще в покупном грунте. Вот мои старые орхидеи, так скажем, которые, в этом грунте находятся года 4 где-то. И если я уверена в своих домашних растениях, что они точно здоровы, нет вредителей, то я могу иногда использовать повторно воду, которым поливала одно растение. После новых орхидей в покупных грунтах такого делать ни в коем случае нельзя, потому что если есть какое-то заболевание, если есть вредители, вы просто между собой все растения заразите. Вот так выглядят, смотрите, просохшие корни орхидеи, которую надо поливать. Здесь, конечно, очень много уже старых корней. Орхидея пересаживалась очень давно. Это моя орхидея Дикий Кот, которая, к сожалению, в один день погибла и дала замечательную детку. Вот смотрите, что я имею в виду. Поливать не под шейку, а по краю горшка. Это вот так по краешку. Таким вот образом я поливаю. И вот после этого растения теоретически я могла бы использовать воду повторно. Но учитывая, что эта орхидея у меня гнила пару месяцев назад, у нее было грибковое заболевание. То, что это было, а не есть, я не могу утверждать. Очень часто мы его, знаете, просто победили, но не на 100%. Где-то иммунитет справился, препараты помогли. Но складываются неблагоприятные условия. Иммунитет растения ослабляется, и опять оно может возникнуть. Поэтому, конечно, после этого растения, учитывая вот его историю, я не буду использовать вот эту воду повторно. Это можно делать, вот после этой моей орхидеи. У нее еще летнее цветение заканчивается. Эта орхидея посажена в этот грунт 4 года назад. У нее за это время не было никаких проблем.
вредителей нет, болезней нет. Вот после нее, да, использую. После этого уже нет, не могу. И далее, когда поливаете орхидею, желательно поливать с двух сторон, не с одного места. Почему? Чтобы грунт равномерно у вас увлажнялся, а потом у вас он также равномерно просыхал. Поэтому я разворачиваю и точно так же, только по краю горшка, поливаю орхидею с обратной стороны. Следующая ошибка при поливе орхидей – это использование плохой воды. Что я имею в виду? Когда мы используем воду из-под крана. Понятно, у всех вода разная, но чаще всего в воде содержится очень много солей, которые потом откладываются на корнях. Смотрите, вот даже новые орхидеи, а уже есть рыжие пятна от полива жесткой воды. Это соли, которые содержатся в воде, они вот так засаливают наши корни. Вот видите, уже и в новых орхидеях здесь видно, что очень много. Покажу эту белую орхидею поподробнее. Вот, видите, соли жесткой воды. Кроме того, что засаливаются вот эти корни, я вам говорила, что вот этот грунт достаточно старый, ему уже года 4, происходит засоление и грунта. Вот, видите, какой он белесый. Сейчас покажу вам кору. Вот здесь и здесь видно. Вот, соли жесткой воды, коре много лет, вот так грунт у вас засаливается. Иногда, кстати, надо пересаживать орхидею даже из-за того, что просто засолился грунт. Чтобы этого избежать, воду перед тем, как поливать орхидеи, надо либо через фильтр пропустить, либо отстоять, либо прокипятить. Но прокипятить, конечно, это возможно, наверное, если орхидеи штук 5-10, когда большая коллекция, кипятить воду, это будет очень долго. Несколько недель будем поливать наши большие коллекции просто орхидей. Поэтому лучше всего пропускать воду через фильтр. Следующая ошибка при поливе орхидей – это использование холодной воды. Когда мы поливаем наши орхидеи, лучше всего использовать воду теплую, комнатной температуры. Когда используете холодную воду, могут куклиться корни. Вот видите, этот корень сейчас в стадии роста. А корень может просто перестать расти, даже несмотря на то, что орхидея была в стадии роста. Может замедляться процесс развития растения. Перестает расти листик. Либо у орхидеи, например, был цветонос, и бутончики могут просто у вас опасть, засохнуть и опасть. Поэтому холодной водой орхидеи мы также не поливаем. Кстати, вот про эти новые орхидеи, обратите внимание, они сейчас в стадии роста. Хотя я снимала про них видео недели 3 назад о том, что переставляю их из карантинной комнаты к общей своей коллекции орхидей. И тогда я вам показывала, что, к сожалению, не могу сразу пересадить, потому что находится не в стадии роста. И показывала, как пробудить орхидеи, чтобы корни пошли в рост. Ну и видно, да, вот все листочки проснулись, пошли в рост. Разбудила я орхидеи, и вот сейчас, когда они в стадии роста, корни растут, листья растут, можно их пересаживать. А как пробудить орхидеи, если они у вас находятся очень долго в стадии покоя? Я оставлю ссылочку на то видео, посмотрите. Вот. Замечательно, могу вам показать результат, все хорошо сработало. Поэтому берите на вооружение рабочую схему ухода за этими орхидеями. И еще ошибкой при поливе наших фаленопсисов является ночной полив. Что я имею в виду? Когда мы поливаем орхидеи в темное время суток и ставим не под досветку, а сразу выключаем свет, и орхидеи находятся в темном помещении. Для того, чтобы корни потянули и те питательные вещества, которые вы даете с удобрением, и потянули, напитали влагу, необходимо обязательно 2-3 часа после того, как вы полили орхидею, чтобы они были в светлом помещении. Либо естественное освещение, либо включайте досветку тогда. Потому что иначе у вас корни ничего не тянут, а просто стоят вот как в болоте, во влажной среде. Полили орхидею, вот так в темное помещение поставили. Это тоже очень большая ошибка. Во-первых, грунт плохо просыхает, корни могут начать гнить, опять же заводится всякая мошкара и возникают различные заболевания у наших орхидей. Это основные ошибки при поливе орхидей, которые я выявила за очень много лет работы с этими растениями. И это те проблемы, с которыми чаще всего вы обращаетесь ко мне на индивидуальные видеоконсультации. Отрегулировав же просто полив, делая его правильно, решаются очень многие проблемы с орхидеями. Напишите, пожалуйста, про какую из названных мной ошибок вы не знали и сейчас обязательно исправите. Ну а всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока.